Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем анютины глазки. Цветок анютины глазки достаточно стойкий к морозам. Его можно увидеть даже в конце зимы в некоторых странах. Но все-таки это весенний цветок, и сейчас начинается его время. Приступаем к написанию анютиных глазок. Сначала я набрала на кисть черный цвет, на самый кончик. И, прижав кончик к бумаге, двигая кончик одновременно слева направо или справа налево, в зависимости от направления, я также толкаю его вперед и назад. И таким образом наращиваю часть лепестка. Это один из способов. Второй способ. Набрав на кисти желтый цвет, на самый кончик другой кистью я наношу черный. Это второй способ, как можно рисовать основание анютиных глазок. Итак, тем же самым мазком, прижав кисть уже до половины, чтобы там отобразился на бумаге и желтый, и черный, я делаю тот же самый мазок. Прижимаю кисть и веду ее слева направо или справа налево и одновременно толкаю вперед и назад, вперед и назад. Вот такие два способа. К черному мы потом добавим желтый. А сейчас я уже создаю объемные лепестки. Сначала, набрав на кисть желтый цвет, целиком на всю кисть и на кончик посадив красный, я прижимаю кисть целиком от кончика до пяточки и тем же самым движением, толкая кисть вперед и назад, я вывожу 3 лепестка, 2 более меньших вверху и 1 большой внизу. Как вы видите, края у лепестков получаются не совсем ровные. В принципе, этого я и добиваюсь, потому что мы можем видеть цветок в разных ракурсах, и его лепестки могут изгибаться по-разному. Поэтому это создает нужный мне эффект. Так я отображаю несколько цветов. А сейчас один боком. Где-то я просто ставлю отпечатки кисти от кончика до пяточки, прижимая ее к бумаге. Как я и говорила, я использую минеральные краски и рисовую бумагу достаточно сильной текучести. Поэтому моя краска, когда кисть только касается бумаги, очень красиво сама расплывается по ней. Теперь я ввожу другой цвет, ярко-сиреневый. Им я наращу несколько лепестков к уже изображенным желтым цветам. Как? Я просто подведу кончик к тому лепестку, который я уже отобразила. И вокруг него я буду делать те же самые движения, толкать кисть вперед и назад, одновременно двигая ее в нужном направлении. И таким образом я на уже существующий лепесток наращиваю еще один уровень, то есть лепесток, который находится сзади, вверху. Далее я нарисую еще несколько цветов. Если кисть была достаточно сухая, это не страшно. Как раз цветок получится таким немножко рваным и ажурным. Иногда сам цветок или листва теряется из нашей видимости благодаря тому, что сквозь нее проходит свет. Так что эффект сухой кисти может нам дать такое соотношение. Как вы видите, я изобразила еще один бордовый цветок на том месте, где прежде сделала только черную серединку. Я набрала бордовый, на краешек посадила желтый. И тем же принципом, о котором я говорила раньше, просто нарастила еще несколько лепестков, обрамляя то, что уже есть, серединку. Теперь я ввела белый цвет. Белым цветом я также создаю верхние и задние лепестки и пока что основу для других цветов теми же самыми движениями, но где-то просто оставляю отпечатки кисти. Пока что в технике изображения ничего не меняется.
Как вы видите, Анютины глазки бывают совершенно абсолютно разных цветов и оттенков. Именно поэтому они мне нравятся. Я захотела изобразить их очень яркими, чтобы они прямо-таки бросались в глаза. Теперь я обрамлю те самые желтые серединки белым цветом. Это я делаю для самых моих любимых Анютиных глазок, те, которые голубовато-синие и темно-фиолетовые. Так я поступлю с несколькими цветами. Я набрала белый на самый кончик, поэтому прижимаю только кончик. Можно и по-другому. Набрав белый цвет и на кончик посадив желтый, тогда уже прижимая кисть от кончика до пяточки, делать те же самые движения, что и прежде, толкая кисть вперед и назад, одновременно вести ее влево или вправо в нужном мне направлении. Прежде чем приступать к написанию какого-либо цветка, хорошенько ознакомьтесь с натурой, как выглядит цветок и каково его строение, сколько у него лепестков, как выглядят листья, как выглядит ствол и ножки. У Анютиных глазок, когда мы на них смотрим, нам кажется, что у них два маленьких лепестка внизу, два маленьких лепестка вверху, один большой внизу и сзади спрятан один большой. В принципе, так я их и буду изображать. Теперь на том месте, где я обвела серединки белым и желтым, я сделаю голубые, синие и темно-фиолетовые лепестки. Соответственно, от того объема, который мне нужно заполнить, я либо прижимаю, либо поднимаю кисть, оставляя прижатым только кончик и работаю только им, или же от кончика до самой серединки. Я буду прижимать кисть. Иногда я прижимаю кисть даже до самой пяточки, если хочу получить достаточно широкий лепесток. Задние лепестки, которые выглядывают, я изображу ярко-голубым. Ну, какой цвет выбрать, это уже дело ваше. Какие-то цветы, особенно боковые, я буду выписывать, ставя кисть ребром. Все то же самое движение, но просто ставя кисть боком. Потому что лепесток развернут к нам боком. И некоторые цветы я изображу более как просто цветовые пятна, не вводя в них градацию цвета, а просто каким-то одним ярким, достаточно цветовым пятном. Но его можно сделать и более блеклым, особенно если вы хотите показать первый, передний и задний планы. Теперь в том месте, где я просто наметила белые лепестки, я хочу подрисовать еще несколько ярко-сиреневых лепестков. По-моему, очень красивые сочетания. Как я и говорила, Анютины глазки будут абсолютно разных, очень красивых, ярких цветов. До 500 вариаций. Теперь еще одно цветовое пятно, но уже смешанное. Сначала я посадила на кисть ярко-фиолетовый, а потом бордовый. И теперь я обведу и покажу еще несколько бордовых лепестков. Далее, теперь, пока мои цветы подсыхают, чтобы нарисовать у них серединку, я нарисую листья. Листья, они как воротник. Они нужны для того, чтобы подчеркнуть красоту цветка, а не для того, чтобы ее перебивать и переключать внимание на себя. Поэтому, как обычно, изображая листву, я подразумеваю листву, но просто оставляю цветовые пятна. Либо двух цветов, когда нанесла один цвет и на кончик посадила другой, чтобы была некоторая вариация цвета, или же просто даже одним цветом несколько листьев, а потом уже несколько листьев другим цветом. Как я это делаю? Я просто оставляю отпечатки кисти. Сейчас я оставляю два отпечатка, комбинируя их вместе, подводя один к другому. На
Сначала ставлю один отпечаток от кончика до самой пяточки, а потом подвожу к нему другой с другой стороны. Так я делаю листья разным оттенком зеленого в нескольких местах. Не слишком сильно, но просто чтобы они там присутствовали. В некоторых местах я заполняю пустое пространство между цветами, просто оставляя маленькие небольшие отпечатки кисти, просто прижимая кисть к бумаге и поднимая ее. Сначала ввожу такие пятнышки одного цвета, а потом другого. И поскольку бумага сильной текучести, они очень хорошо с друг другом начнут сливаться. Далее рисуем корзинку. Я почему-то всегда представляю себе Анютины глазки именно в корзинке. Так они у меня ассоциируются. Для этого я набрала оттенок коричневого и просто провожу линии. Сначала прижимая кисть кончиком, а потом введя линию в нужном мне направлении и в конце немного прижимая ее от кончика до самой пяточки. Так я их насаживаю друг на друга, чтобы каждая с другой стороны смежная, рядом прижимающаяся линия своим кончиком, началом входила между двумя предыдущими в прежнем ряду. И под конец, чтобы сделать корзинку немного более округлой, я изменила направление. Теперь рисуем ручку корзинки дугообразными линиями, но по той же системе. Сначала прижимая кончик, таща линию в нужном мне направлении и в конце прижимая, а потом поднимая. Так мы рисуем ручку. Внизу я решила изобразить еще несколько цветов, которые как бы упали, случайно выпали из корзинки. Несколько из них я сделаю полузакрытыми и один открытый. Как? Все теми же самыми движениями. Где-то просто отпечатки, оставляя отпечатки нужного мне размера, самым кончиком или более прижимая кисть. И еще один желтый. Тоже яркий и очень хорошо совпадающий с фиолетовым. Его я также немного обрамлю другим цветом, ярко-бордовым, все тем же самым толкающим движением взад и вперед и нужным мне направлением, самым кончиком кисти, поскольку я не хочу большой объем. Теперь подрисуем немного листвы. Где-то я работаю с самым кончиком кисти, где-то я просто провожу линию нужной мне ширины, чтобы показать тонкий стебелек. И теперь, чтобы наша корзинка не висела в воздухе, а все-таки на чем-то стояла, я подрисую ей, так сказать, стол, наверное, да. Выберу какой-то нейтральный цвет и нанесу этот цвет на кисть целиком от кончика до пяточки и буду оставлять отпечатки кисти на бумаге, прижимая кисть от кончика до самой пяточки. Ставлю эти отпечатки рядом с друг другом, но не все время на одном уровне, а все-таки вводя какую-то динамику. Я не собираюсь прорисовывать стол целиком, а просто намекну на него. Но можно этого и не делать. Можно оставить корзину целиком на белом фоне. Следующий шаг, почти заключительный. Мы рисуем в серединках те самые точечки, которые и будут напоминать нам глазки, благодаря которым эти цветы и получили свое красивое название. Именно благодаря этим точкам нам кажется, что эти цветы смотрят на нас как раскрытые глазки. Я набрала белый и ставлю очень аккуратные отпечатки самым кончиком, похожие не на точки, а на капельки, 2, рядом с друг другом, но в кончиках немного разведены в стороны внизу. Так я поступлю со всеми цветами, потому что в этих цветах я люблю именно это. Но вы можете какие-то цветы оставить и без точечек, потому что иногда их может быть видно, они могут быть в таком ракурсе, а иногда и нет. И в конце я подрисую еще желтые и оранжевые точечки на некоторых цветах.
который тоже является частью серединки. Итак, надеюсь, вам было интересно. Оставляйте в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы вместе нарисовали. И смотрите продолжение весенних зарисовок, весенних цветов. Благодарю вас за просмотр. Работа закончена.